Здравствуйте! Сегодня продолжаю листать свой скетчбук. Первая его часть будет в описании под этим видео. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. У меня поломался компьютер, и мне пришлось срочно покупать другой. Он работает очень тихо. Скажите, как вам слышен звук? Начну с этой милой деревенской сцены. Девочка с гусями и утками белыми. В прошлый раз я рассказывала, что у меня новые краски. Это краски никель и гуашь. Штриховала сверху цветными карандашами, а линию делала чернографитным карандашом. Здесь я разбиралась с текучестью краски, продумывала композицию. С удовольствием писала этих белых птиц, рефлексы от всего вокруг на их белых перьях. Как рисовать птиц в полете, я нашла подходящую фотографию. По цвету и композиции все полностью самостоятельно. Хотелось передать определенное такое жизнеутверждающее настроение. Скажите, получилось или нет. Головы птиц здесь только намеком, потому что человек сразу будет смотреть на голову, глаз и клюв уже после первого впечатления композиции. А мне хотелось именно на полете оставить внимание. Продолжила тему птиц. У меня обычно одно цепляется за второе, за третье. Здесь у меня серый уходит вверх. Он читается как и вода, и как небо. Помню, как в детстве я кормила голубей с варежки хлебом, осталась без варежки. Вообще это не самое милое занятие для ребенка — кормить птиц с рук. Сейчас бы я только порадовалась, что испортила варежку и не поранила руки. Исходя из этого детского опыта, могу утверждать, что кормить чаек не так уж и безопасно. Мне эта работа нравится по цвету. Фигура девушки написана прусской синей, с ней хорошо работает розовый внизу. Хотелось сделать серый пасмурный пейзаж. Настроение получилось передать, но по композиции цвету запуталась. Сейчас на это смотрю, сделала бы поменьше маяк, получилось бы более удачно. В основе здесь растекание краски никель и гуашевые эффекты, которые я делаю губкой. Остальное, как обычно, карандаши и восковая пастель. Я подряд делала несколько работ с выдрами в движении, смотрела, как устроены у них кости, анатомически, насколько это подвижное животное. В общем-то, очень многие животные, млекопитающие, они вот как кошка и собака. Отличается тем, что короткие конечности и длинные пальцы. Курица с цыплятами. Здесь прежде всего работа с композицией. Было интересно, как работает негативное пространство. Все, что находится между курицей и цыпленком впереди, внизу под курицей, где ее ноги до земли и так далее. Расстояние между персонажами. Это то, что называется ритмом. Здесь я пыталась подружить серый с оранжевым. Ничего не помогло. За несколько присестов, что я садилась писать эту работу, не смогла понять, выявить и исправить. Бывает и так. Эту работу я писала постерной краской никель. Мне нравится, как она смешивается в листе на акварельной бумаге. Композицию я взяла из случайного кадра в фильме. Тоже начинала писать льющейся краской никель. Продолжила карандашами. Понравился сюжет, как через дом, через окна и его конструкцию видно закат.
Люблю писать домики. Эта тема необъятная. Деревенский сюжет, его я взяла из Пинтереста. Подобный сюжет я видела в Австрии, только я, конечно, преувеличила сильно оранжевый. Такие закаты бывают в Африке и в Азии. В Европе таких закатов не бывает ярких. А это пленэрная работа. Спустилась с этюдником в соседний парк. Захотелось написать вечернее состояние, когда только-только зажгли в парке огни. Еще полностью не потемнело, и все вокруг синее. На месте фотографирую много, а потом заканчиваю дома. Конечно, суть этюда, чтобы схватить цветовые тоновые отношения, и можно уже так не стараться на результат, но хочется, чтобы было красиво. Уровень проработки пленэрной работы зависит от личного предпочтения художника. Для кого-то пленэрный этюд – это по сути два мазка – небо и земля. А другой может взять большой холст и на месте за пару часов написать полноценную работу. Несколько лет лежала у меня фотография, наконец я написала. По цвету получилось не то, что я планировала. У меня есть ряд новых работ, которые начинала через оранжевый киноварь. Бумага в этом скетчбуке хорошо работает с текучими красками. Я имею в виду писать лессировками. Плотность листа позволяет писать с другой стороны. Воспользуюсь этим. Один из моих излюбленных приемов: в конце работы я добавляю разноцветные точки. Они добавляют живость. Девушки в кафе начинала через оранжевый. Собиралась все написать сверху другим цветом. Собиралась сверху пройтись полностью охрой, как я это делала в других работах. Но остановилась. Оставила сверху больше тепла, чтобы серая земля внизу и фигура девушки в сером написанная работали с этим верхом, большим количеством теплого. Мне бы очень хотелось выпускать видео раз в неделю. Сейчас я не уверена, что сохраню этот темп, ну а короткие видео, сторис будут продолжать выходить, как и сейчас, через день. Напоминаю, что у меня есть, помимо Инстаграма, Телеграм. Там всегда все самое свежее и последнее. Спасибо за теплые слова в отношении моего творчества. До встречи на моем канале.